Anthem – это постапокалиптическая фантастическая игра от BioWare. В мире заброшенном еще при создании человечество борется за выживание в диких условиях, тающее в себя множество опасностей. Игрокам предстоит исследовать многообразный постапокалиптический мир в роли так называемых фрилансеров. Фракция пилотов, которые облачены в мощную броню, называемые экзокостюмом Javelin. Они занимаются спасением человечества от внешних угроз, таких как атаки монстров и пришельцев из иного мира, и стремятся склонить чашу весов в пользу людей. Согласно сюжету игры, в начале боги обуздали Anthem, источник чистого творения, и на свет появились дивные земли, возникли гигантские создания, звери и монстры, но прежде чем их работа была завершена, боги ушли, оставив позади незавершенный мир и свои инструменты создания. Мощь Anthem более никем не сдерживалась, и на свободу вырвались меняющие мир катаклизмы, трансформирующие и разлагающие тех, кто пытался овладеть этой силой. Пытаясь выжить, наши предки создали экзокостюмы, рукотворную броню, дающую людям суперспособности. Мир погрузился в вечную борьбу между силой Anthem и инструментами богов, которые его создали. Таинственные злодеи желают захватить древние технологии, представляющие угрозу для всего человечества. Теперь судьба человечества находится в руках небольшой группы пилотов Джавелинов, известных как фрилансеры. В этом мире люди вынуждены укрываться за стенами, окружающими города. Просторы за его пределами объяты лесами. Люди здесь тоже находятся в самом низу пищевой цепочки, а по здешним городам вышагивают огромные роботы размером с многоэтажные дома. Только в центре внимания все же не они, а экзоскелеты. И именно за смельчаков, что в этих костюмах путешествуют, нам и предстоит играть. Вы в игре будете этаким авантюристом, жаждущим наживы, который внезапно оказался в центре событий. В своих приключениях вы будете использовать Javelin, обычные экзоскелеты разных форм и расцвета, которые можно апгрейдить. Да, и судя по всему, экзоскелет — это действительно полезная штука. И летать с ней можно, и под водой поможет, да и в целом они упростят вашу жизнь, защищая от пуль, ударов и падений. Даже перестрелять с десяток врагов за пару секунд для него не проблема. Всего-то надо пометить цели и нажать кнопку. Экшен будет базироваться на комбинации винтовок с возможностями костюма, джетпаком и универсальными атаками, вроде возможности пальнуть по врагам ракетой или ударить по земле так, чтобы все вокруг разлетелось. Интересная особенность этих джавелинов заключается в их вооружении, что можно и нужно выбирать самостоятельно. Обычные пушки, к слову, тоже есть. Вам предстоит комбинировать умения внутри своей команды, чтобы добиться максимальной эффективности. А вот за пределами стен бушуют электрические шторма, орудуют мародеры и огромные монстры. Лишь редкие смельчаки, получившие на вооружение высокотехнологичные, изготовленные вручную уникальные мощные экзокостюмы, команда из 4 игроков отправляется исследовать заброшенные руины, сражаться с врагами и искать артефакты иных цивилизаций. И цель в них, судя по всему, не просто найти что-то ценное или пострелять. Руины прошлого героя исследуют, чтобы одолеть страшного врага, похоже инопланетного, в планы которого входит ни много ни мало порабощение всего человечества. С каждым выполненным заданием опыт игроков и мощность их экзокостюмов Javelin будут расти. Храбро преодолевайте опасности постоянно меняющегося мира. Объединяйтесь с другими, чтобы одолеть зло. В этом открытом мире отряды до 4 игроков отправляются в экспедицию за пределами крепости Форт Тарсис, чтобы встретить и обнаружить множество скрытых тайн и непредвиденных опасностей, которые таятся за ее пределами. Каждый костюм уникальный, содержащий собственный стиль и боевую роль. Изучая внешний мир, фрилансеры могут участвовать в крупномасштабных мировых событиях, таких как бури перемен, или сталкиваться с непредвиденными опасностями, такими как дикие звери и безжалостные мародеры. Форт Тарсис выступает в качестве игровой базы, где фрилансеры могут взаимодействовать друг с другом, модернизировать свое оборудование и принимать новые квесты. В форте игрок может переключаться на режим от первого лица, однако сражения за пределами стены ведутся исключительно от третьего лица. Игровой процесс Anthem строится на кооперативном режиме. Вам предстоит вместе с друзьями летать, бегать и плавать в опасном мире, полном различных активностей. Последнее предполагает спасение или убийство кого-либо, а также поиск ресурсов и исследование указанных зон.
Внешне игра Anthem получилась изумительной, что уже в порядке вещей. На каждом шагу тут можно делать скриншоты, настолько картинка поражает воображение. Особенно великолепно реализованы всяческие стихийные бедствия и взрывы на большом экране и с выкрученным на максимум звуком. Игра даст легко фору многомиллионным блокбастерам. Тоже касается и экшен. Он вылизан до блеска, интересный и захватывающий. Не глоток свежего воздуха, но достойно и на уровне конкурентов. Инопланетяне, руины, монстры, все прорисовано качественно и на высшем уровне. Эта игра именно блокбастер, жвачка для мозга, в которой отсутствует привычная качественная RPG глубина, что однако не делает ее плохой. Если вы являетесь ценителем подобного рода игр, то вы обязательно должны ее изучить. Возможно, Anthem станет для вас той самой игрой и заменит уже имеющие онлайновые шутеры.